Всем доброй ночи, друзья мои. Я как-то вам подарила чистку на ключ, отливка на ключ, открыть дороги. И сказала вам, что чистка на ключ – это один из древних методов, способов очищения себя и открывания своих дорог, закрытых возможностей и перспектив. Сегодня я хочу подарить вам еще одну работу на ключ. Дело в том, что ключ в магии символизирует новые возможности. Это не именно физический ключ, и не только физический ключ. Это на ментальном уровне очищающая сила. Вот как, например, в заговоре есть ключ. Мы говорим ключ в заговоре, ключи заговора. Это что именно? Это же не физический ключ. Ключи заговора – это определенные условия, которые нужно выполнять. Например, сказано там после полуночи, значит, надо после полуночи. Сказано, такого цвета должны быть свечи, значит, такого цвета. Сказано, алтарь такой-то и так далее. То есть все это нужно соблюдать. Это ключи. Когда ключи вставляются в замочную скважину, поворачивается и дверь открывается. Для чего это? Вот мои работы созданы таким образом, чтобы человек, не имеющий никакой силы, даже энергии жизненной, даже, может быть, находящийся в такой депрессивно-печальном состоянии, когда он, знаете, как идет за последней надеждой. Вот получится и получится, нет, значит, и так тому и быть. Потому что многие люди погибают именно потому, что у них нет сил бороться. Вот человек в этом состоянии приходит, у него нету ни жизненной энергии, ни какой-то наработанной силы, ничего. Но ему нужно спасение. И вот тот заговор, который составлен мной, я могу сказать только за свою работу, да, за работу других людей не имею права говорить. Вот мной составленный заговор, он составляется таким образом, чтобы даже не обладая никакой силой, даже будучи в подавленном состоянии эмоциональном, просто начитывая, вы меняете свою жизнь, вы уже выходите из этой трудной ситуации. Когда человек борется, вокруг него создается определенная аура. Притягивается определенная энергия, которая начинает менять жизнь, открывать дороги. Но бороться за себя нужно разными способами. Можно привести себя в порядок, можно медитировать, можно отдыхать много, можно отдаться полностью работе, но вытащить себя из депрессивного состояния возможно. Нужно просто применять силу воли. Иногда бывает, я уверена, что каждый человек прошел такой момент, когда ничего не хочется, когда полно внутри злости, ярости, ненависти ко всему, усталости, подавленности, даже нет желания бороться за себя. Это очень страшное такое состояние, когда человек плюет на себя и просто вот во все тяжкие. Знаете, можно быть богатым человеком, но быть настолько несчастным в душе, настолько вот когда жизнь не в радость, когда нет вкуса жизни, когда жизнь становится как черно-белое кино. В эти моменты помните поговорку: кто каждый день не сражается за свою жизнь, тот этой жизни недостоин. И это правда. Как бы там ни было, надо себя пересилить, заставить себя сражаться за жизнь. Стоит вам сделать один шаг к своему спасению, дальше все автоматически начинает происходить. Все вокруг начинает меняться в угоду вам, в лучшую сторону. И вот на это рассчитаны подобные сильные работы. И когда у человека немного меняется, вот когда вот это выражение «аппетит приходит во время еды», это не просто так сказано. Когда у человека немного меняется что-то в жизни, у него появляется желание жить, бороться.
еще больше, больше. И он начинает себя вытягивать, выпутывается из этой ситуации, а далее уже дело техники. Ключ. Один из сильных практиков в магии. Это работа с ключом. На уровне ментальном, открывающем двери. Я тот раз показывала вам вот ключ такого плана. Можете там заказать, есть на сайтах ключи для отливки. Можете там найти такой ключ, декоративный, например, ключ такой красивый, с более такой широкой ушкой, чтобы можно было лить воск, чтобы вам было удобно. Вот этим ключом удобно, потому что держишь, и как бы он, удобен в использовании. И этот ключ можно использовать и в этом ритуале в том числе. Еще будут такие работы. У меня есть работа «Открыть царскую дорогу», но та работа для практиков. И проводится практиками для себя, для других, но не для простых людей. Там более сложная техника и более, как бы, скажем так, темные дебри магии, которые не следует обычному человеку заглядывать туда, за эту завесу. Однако я давно как бы провела такую работу, и мне понравился результат. И в голове держала, имела намерение снять вам, подарить эту работу. И как-то никак руки не доходили. Вот сегодня решила все-таки это сделать. Не забывайте себя очищать и открывать свою дорогу. Что такое царская дорога? Это выражение первый раз я говорила и объяснила это, и сейчас объясню. Это дорога перспектив, это дорога возможностей. Это когда у человека есть потенциал. Естественно, с воздуха вам ничего не упадет. Если есть люди, которые думают, что будут на диване лежать, и кто-то постучится в двери и спросит, там, не хотите ли работать министром, пусть забывает вообще об этом. Если человек что-то делает, старается, стремиться, у него все получится. Но он должен отдать энергию, силу, время, свои таланты, свои возможности этому культу своего труда, культу своей работы, и взамен уже получает оттуда материальные блага, естественно, и добрую славу, и благодарность людей и прочее. Неважно, чем вы занимаетесь. Я знаю людей, которые занимаются там, например, они замечательные там кулинары, что еще там, кондитеры и так далее. Они посвятили всю свою жизнь практически, вот сколько они живут, большую часть своей жизни посвятили своей профессии. И профессия, конечно, отдает им материальными благами. Без этого ничего не получится. Но есть одно но. Когда человек старается, но у него вот просто не идет. Замечают всех, кроме него. Значит, его дорога жизни закрыта. Попробуйте работы на ключ. И особенно вот эту работу, открыть царскую дорогу. То есть, когда человека приводят к престолу, к воцарению, у него должны быть нужные люди для этого, нужные финансы, нужная смелость, внутренняя стержень и так далее. И тогда он придет к своей царской короне. Вот если мы открываем человеку царскую дорогу, он приходит к изобилию своей жизни и получает нужных людей, нужные связи, нужные возможности и прочее. Перед вами богиня Деметрия на троне. Почему именно ее решила здесь поставить вот эту статую? Поскольку она дарительница изобилия. Она же сама Мать-Земля, а все, что есть, у нас связано с Матерью-Землей. Мы все вышли сначала из пещер, а потом из деревень, из селений, а после уже были созданы города. Поэтому мы все связаны с землей. Мы все оттуда родом и происхождением. И щедрость земли не знает границ.
Вот я решила ее как бы здесь показать, как ту самую, которая дарительница, щедрая дарительница, и жизнь также щедро может вас одаривать, если вы все сделаете правильно. Итак, ваша царская дорога. Отливка на ключ. То есть этим ключом, ключ называется кудесный. Это кудесничать из слова, колдовать, раскрывать дебри, знать тайное. Это как тайная наука. Вот тайный ключ кудесный, который откроет нам с вами царскую дорогу. Время от времени проводите такие работы. Даже если, например, приходите ко мне, и я вам помогаю, у вас жизнь меняется, и менялась у многих людей, поэтому я знаю, как меняется жизнь людей. В любом случае, тем более, когда у вас меняется жизнь, и начинается очень много хорошего в жизни, притягиваются деньги, люди, возможности, покупаете новый дом, машину, начинаете одеваться. И пусть никто не говорит о том, что все равно, какую одежду одевать. Дорогая одежда, дорогие вещи дают вам уверенность. Когда есть внутренняя уверенность, понимаете, вы излучаете вот эту энергию уверенности. Вот когда женщина встречает мужчину, не тогда, когда она тоскливо смотрит по сторонам, ища глазами его, как раз в это время и цепляется всякое дерьмо. А вот когда тебе это не надо совсем, тебе когда вообще по одному месту, извиняюсь за выражение, чихать ты хотела, ты хочешь для себя жить, тебе вообще ничего не надо. Вот в этот момент встречается тот самый человек. Почему? Потому что вы излучаете уверенность. Вы не ждете ни одобрения, вы не ждете каких-то посылов от судьбы. Вы в себе уверены, и поэтому встречаете нужного человека именно в этот момент. А вот чтобы была уверенность, вы должны себя окружить предметами роскоши, богатства. Я не говорю кичливости, но вы должны себе позволить это. А чтобы позволить себе это, да, вы должны притянуть к себе удачу и убрать неудачу из своей жизни. Итак, друзья мои, что для этого нужно? А для этого нам нужно для начала ключ, 4 булавки, которые нужно будет открыть. Я потом, конечно, открою, сейчас неудобно. 4 восковые свечи, 4 камня, не бетон, там, не асфальт выковыривать, именно настоящие камни. Без разницы откуда, но это должны быть камни. И соль. 4 щепотки соли, которые мы туда, значит, сыпем. Все. Камни символизируют препятствия вашей дороги. Соль символизирует ваши слезы, ваши переживания. Булавки открытые символизируют колючие обстоятельства, то, что вам причиняет страдания, то есть люди, их зависть и прочее. Так вот, я не довершила. Даже если я меняю вашу судьбу, и у вас все хорошо, как только в вашей жизни все начинает меняться в лучшую сторону, люди не слепые, особенно те, которые следят за вашей жизнью, за вами и очень завидуют вам всегда. Эти люди могут вот этими своими пожеланиями, посылами, а зачастую даже прям напрямую желая навредить, хоть даже физически, могут испортить вам жизнь. Поэтому время от времени проводите чистки. Не так часто, но время от времени. Очищайте злую энергию, чтобы поддерживать энергию удачи в своей жизни. Итак, начнем. Значит, ой, какой ужас. Так, вот так сейчас поставлю так, чтобы было поудобнее, да.
4 щепотки соли. Так. Значит, так. 1, 2, 3, 4. Воду, когда набираете в баночку в эту, просто молча наберите, без слов, не разговаривая. Заходите в ванну или куда, просто без слов наберите воду. Почему без слов? В это время нельзя ни разговаривать, ни смотреть там телевизор или что. Нужно сосредоточиться, просто взять воду. Молча. Вся процедура. 4 камня. Возьмите маленький, чтобы было удобно. Значит, кидаем сюда. Вот так. Желательно таким образом образуется как крест, перекресток. Здесь крест ни при чем, но перекресток символизирует. Далее. Сейчас, секунду. Значит, булавки открываем. Вот. И кидаем вниз воду. Это уже не важно, как они там упадут. Это не столь важно. 4. Потому что мы открываем свои перекрестки, дороги судьбы. Все, что мы с вами делаем здесь, на ментальном уровне, в потустороннем мире, происходит на самом деле. Я об этом рассказываю в своей лекции «Ключ, замок, язык». Еще есть тайны заговора. Ой. Кофе. Сохнет горло. И в этой лекции я объясняю вам, почему и каким образом составляются заговоры. Они, конечно, в разных культурах могут составлены быть по-разному. Есть и определенные, скажем, своя магия, свой стиль, который ты придумываешь, создаешь, и оно работает точно так же. Но есть определенные законы и каноны магии, которые ты никак не можешь переступить при всем желании. Все равно нужно это соблюдать. Значит, я буду читать. Постараюсь и лить, и читать, потому что не очень удобно это. Но буду делать все возможное, чтобы так и было. Ключ нужно держать. Ключ нельзя никуда оставить. Вот. Начнем с вами. Угу. Так. Заодно вы увидите, есть ли на мне зависть людская, потому что обычно это выходит. Очень становится легче, даже когда я просто обучаю. Вот видите, свеча спокойно капает, да, пока еще ничего не читаю. Даже если я просто обучаю, в любом случае это срабатывает очень сильно и очень эффективно. Сейчас, извиняюсь, я... Так, начнем. Ой, неудобно как-то, ну ладно. Началось. За Хвалынским морем стоит град Златоглав. В том граде терем золотой, а в тереме ключ кудесный. Тот ключ святые врата отворяет, все печати снимает, любые цепи разрывает и царскую дорогу открывает. Беру я сей ключ кудесный и отворяю сим ключом 40 дверей, открываю 40 дорог. Угу. Ой. Видите, так неудобно, но я все-таки сделаю. Разбиваю 40 замков, 40 крюков, освобождаю себя от неволи, от безысходности, от невезения. Развяжу я все цепи, освобожу себя от адовой печати, уберу уроки да призоры.
Неудачу стрелой стреляю, а дороги свои ключом кудесным открываю. Снимаю я цепи неудачи и печать невезения. С рук, с ног, с головы, с чела, с белого тела, с красной крови. Царская дорога открыта, была доля... Сейчас, секунду. Еще раз. Сейчас я дочитаю, а потом просто прочитаю, потому что иначе не получается. Была доля бедовая, стала доля медовая. Не доля уйди, доля приди. Что словом говорено, все сбудется. Ключ, замок, язык. Заклято. Значит, сильная. Сейчас, секунду. Доделаю здесь. Самое интересно стало. Угу. Может довершить. Ой, аж почернела. Когда вы начитываете, она, конечно, вбирает в себя всю эту отрицательную энергию, а потом выносит. Я сейчас просто вам начитаю заговор, а потом довершу и покажу в конце, что у меня получилось и что с этим всем нужно делать. А пока пускай довершится. Красота. Завидуют, суки. Еще бы. А всем сильным людям завидуют. Знаете, чему завидуют? Что мы посмели не сдохнуть, а выжить и подняться. Вот такие вот мы наглые. Не подохли, а поднялись в жизни. Да? А чтобы подняться, нужно очень много усилий потратить. А кто этого хочет? Не все. Все хотят богато и хорошо жить. Но они даже не понимают, что даже достаток – это тоже определенная... Ой, прям почернел. Ой. Это тоже определенная ответственность. Не все готовы к этому. Легче ныть и ненавидеть всех подряд, чем прилагать усилия. Видите? Но очищается очень здорово. Все уходит, становится легче. Снимается эта тяжесть. Особенно у таких людей, как я, которые через себя пропускают столько дерьма человеческих судеб. И мы больше подвержены, конечно, этому всему состоянию. О, твою дивизию. Вы гляньте сюда. Ладно. Так, я начитаю, чтобы вы могли записать для себя. Потом довершу сама и покажу в конце, что получилось, и что с этим всем, с этой красотой делать. Просто неудобно и капать свечу, и читать очень неудобно. За Хвалынским морем стоит град Златоглав. В том граде терем золотой, а в тереме ключ кудесный. Тот ключ святые врата отворяет, все печати снимает, любые цепи разрывает и царскую дорогу открывает. Беру я сей ключ кудесный и отворяю сим ключом 40 дверей, открываю 40 дорог, разбиваю 40 замков, 40 крюков, освобождаю себя от неволи, от безысходности, от невезений. Развяжу я все цепи, освобожу себя от атовой печати, уберу уроки до призоры. Неудачу стрелой стреляю, а дороги свои ключом кудесным открываю. Снимаю я цепи, неудачи и печать невезения с рук, с ног, с головы, с чела, с белого тела, с красной крови. Царская дорога моя открыта.
Была доля бедовая, стала доля медовая. Не доля уйди, доля приди. Что словом говорено, все сбудется. Ключ, замок, язык. Заклято. Я похожие выставляла давно. Это еще самые первые каналы, когда сливали мои каналы постоянно. Но там немножко было другое. Здесь более усовершенствованное. Не знаю, сохранилось где-нибудь, навряд ли. Неважно. Делайте вот эту работу. Итак, еще раз. За Хвалынским морем стоит град Златоглав. В том граде терем золотой, а в тереме ключ кудесный. Тот ключ святые врата отворяет, все печати снимает, любые цепи разрывает и царскую дорогу открывает. Беру я сей ключ кудесный, отворяю сим ключом 40 дверей, открываю 40 дорог. Разбиваю 40 замков, 40 крюков, освобождаю себя от неволи, от безысходности, от невезения. Развяжу я все цепи, освобожу себя от адовой печати, уберу уроки до призора, неудачу стрелой стреляю, а дороги свои ключом кудесным открываю. Снимаю я цепи, неудачи и печать невезения, с рук и с ног, с головы, с чела, с белого тела, с красной крови. Царская дорога моя открыта. Была доля бедовая, стала доля медовая. Не доля уйди, доля приди. Что словом говорено, все сбудется. Ключ, замок, язык. Заклято. А теперь я сделаю без свидетелей, потому что так мне удобнее. Довершу сама, раз уж начала. И после я вам объясню, что делать с этим всем. Смотрите. Гаснут постоянно свечи. Вот. До какой степени оно там. Сильная зависть должна быть на человеке, чтобы вот так вот гасли свечи. Угу. Видите, какая чернота? Он просто стреляет. Неудивительно, потому что чем больше вы на виду, тем больше зависти, ненависти, злости, желания вам навредить и так далее. Но хочу вам сказать, что одна такая чистка все ставит на свои места. И это всегда возвращается, потому что, очищая эту отрицательную энергию, она всегда возвращается и бьет по своим хозяевам. По тем людям, которые, может, по неволе или специально это все направляют в вашу сторону. Видите, он так дымит, как покрышка. Просто показываю вам. Сейчас еще сделаю. Ужасает это все, да? Далее. Итак, когда вы 4 раза начитали и кинули туда 4 свечи, и все это дело внутри, видите, прям черным черно. Закрывайте эту банку и просто выкидываете в мусорку или на помойку, или выносите там, ну, на следующий день, конечно, ночью не стоит ничего выносить из дома. Это просто выкидывайте. Здесь грязь и все прочее. Оно уже собрано, ушло от вас, назад ничего не вернется, даже если дома разобьется, ничего страшного. Но, конечно, желательно, чтобы вы спокойно, нормально вынесли из дома и кинули куда-нибудь на помойку. Теперь
Когда вы это сделали, под вечер выходите на перекресток, на любой перекресток. Ну, постарайтесь, чтобы там особо люди не ходили. Поворачивайтесь, кидайте через левое плечо левой рукой 4 монеты и говорите: отныне моя царская дорога открыта. Ключ, замок, язык. Откупаюсь. И уходите без оглядки, не глядя. Что следует после такой работы, такой чистки? Во-первых, депрессию как рукой сняло. Во-вторых, начинается очень много предложений, если вы работаете на себя, неважно. Ищите работу, обязательно найдете за короткое время. Если в жизни постоянно неудачи, они начинают обходить вас стороной, внутренняя вот эта вот усталость, раздражительность уходит, страхи уходят, плохие сны уходят. Одним словом, открывается дорога и надолго. Но время от времени надо повторять. Потому что я вам говорю, что почему блокируется наша удача иногда? Потому что человеческая зависть, этот фактор, он имеет место быть, и всегда об этом надо помнить. Человеческая зависть всегда переходит из простых слов к делу, к вредительству. И пожелания вам вслед, разговоры, желание навредить, какие-то там гадости, которые пытаются вам сделать и так далее, это все имеет отрицательную энергию. Она накапливается вокруг вас, и вы начинаете чувствовать, что у вас начинается апатия, депрессия, как-то денежный поток остановился опять, что-то там не то, дома начинаете ссориться. Кстати, вот ссоры в доме это выносит сразу. И прочее, прочее. И запоминайте, что когда вы очищаете себя, через вашу кровь очищаются и ваши дети. Это очень важно. Не то, что там очищаются, вот чистку проходит полноценную, нет. Но в любом случае, защищая себя, очищая себя, вы отчасти и им тоже отдаете эту энергию удачи, понимаете? Потому что особенно мать семейства, там старшая женщина в семье, очень многие работы связаны со старшей женщиной в семье, которая подолом платья могла вытереть лицо ребенку, и у ребенка начинался хороший период, переставал болеть. Ну, об этом потом. Потом я отдам такие работы. Их немало было, но еще подарю. Желаю вам всем удачи. Боритесь. Находите в себе силы всегда за себя бороться. И когда силы судьбы видят, что человек за себя борется, они начинают ему помогать. Всем всего хорошего.